Друзья, всем привет! Меня зовут Юлия, и вы на канале Клубок Желаний. Я вяжу себе спортивные носки из секционной пряжи, и у меня закончился клубок. И мне сейчас придется соединить две ниточки. Хочу вам показать, как я буду это делать. У меня уже вот здесь присоединена секция. Вот. Мне пришлось из остатка пряжи найти точно такую же секцию, вырезать ее, и вот так я ее присоединила. Здесь у меня ниточка одного цвета, но у меня больше такой секции нету, поэтому мне придется присоединять нитки разного цвета. И чтобы место присоединения было минимально заметно, выбирайте то место, где это не так видно. Это может быть боковой шов, у меня это на подошве. И сейчас мне нужно провязать несколько петель, чтобы у меня соединение не было вот здесь на стыке двух спиц. Вот так провязала я подальше, и теперь буду соединять две ниточки. У нас вот эта нить состоит из 4 тонких нитей. Мне ее нужно вот так поделить на две части. Вот у нас получается две части по 2 ниточки. И вторую нить, которую мы будем прикреплять, также разъединяем пополам. Вот так. Теперь мы складываем вот так две ниточки. Смотрите. Отводим одну нить в сторону. И вот эти две нити, половину от одной и половину от другой, складываем вместе. И нам нужно вот из этих двух разных ниточек связать несколько петель. Вот так, я думаю, этого будет достаточно количества. И теперь смотрите, что делаем. Вот эту ниточку возвращаем обратно. И теперь оставшиеся петли вяжем вот этой нитью серой. Вот так мы соединили нити. И у нас получается вот здесь несколько петель. Половина петли серая, половина белая. Вот так ниточки у вас остались на изнаночной стороне. Я сейчас провяжу немножко мысочек и будем вместе эти ниточки прятать. Довязала я носки, осталось мне только спрятать вот эти кончики, которые образовались в результате соединения двух нитей. И посмотрите внимательно, как у нас лежат ниточки. Вот так, рядышком с друг другом. Одна серая, одна белая нить. И мы прячем вот эти хвостики по изнаночным петлям. Можем прятать параллельно изнаночным петлям, а можем прятать по диагонали. Но важно прятать ниточки так, чтобы вот эти две нити шли вот здесь вот в начале навстречу друг другу. То есть мы их перекрещиваем вот таким образом. И можем прятать их в любом направлении. Так, вот так. Здесь не нужно завязывать узелок. Просто вот так их перекрещиваем и в разные стороны разводим ниточки. Вот так не нужно делать. Обязательно сначала перекрещиваем, а потом прячем по изнаночным петлям. Для того, чтобы нам спрятать кончики, нам нужна вот такая игла с большим ушком для сшивания трикотажных изделий. Вставляем кончик нити в иглу. И начинаем прятать этот кончик. Проверяем, чтобы нити шли вот так вот навстречу друг другу. Давайте я вам покажу, как спрятать вот в эти изнаночные петли. Можно сделать вот таким образом. Подхватываем изнаночную петлю и как бы ее вот так навиваем на иглу. Вот так получается. Если вы боитесь, что у вас ниточка эта распустится, то можно несколько стежков сделать в обратном направлении. Можете делать в любом направлении, хоть по диагонали, хоть параллельно, как вам удобно. Вот так у нас получилось. Эту ниточку прячем в другую сторону.
Подхватываю изнаночные петли. Можно еще вот так их подхватывать. Как вам нравится, так и делайте. Одну петлю с нижнего ряда, одну петлю с верхнего ряда. И вот так по изнаночным петлям прячем хвостик нити. Вот так в одну сторону и несколько петель в другую сторону. Хвостики ниточек отрезаем не сильно коротко, чтобы они у нас не вылезли, например, вот так. После стирки ниточка приваляется, и она у нас никуда не денется. Давайте я вам покажу, как я спрячу вот эти две ниточки, но уже по диагонали. Смотрю, чтобы нити шли навстречу друг другу, вот так. И начинаю прятать в любом направлении. Вот так по диагонали. У меня очень короткая нить, поэтому я боюсь, что мне на обратный стежок может не хватить длины нити. Если не хватает, в принципе, можно обратно и не протаскивать нить, потому что эта ниточка никуда не денется. Давайте вторую ниточку спрячем. Уводим эту нить в другом направлении. Можем также по диагональным петлям изнаночным. Вот так, несколько петель в одну сторону. Боитесь, что ниточка у вас распустится, сделайте в обратном направлении также несколько стежков. Вот посмотрите, когда мы прячем по диагональным петлям, менее заметно то, что у нас здесь хвостик, видите? Вот по этим видно, а вот по этим уже не видно. Прячьте так, как вам нравится. Хвостики ниточек также отрезаем подлиннее. Осталось нам только спрятать оставшиеся кончики. Вот так у вас должно получиться. На лицевой стороне ничего не видно. Вот так красиво и аккуратно. Вот здесь мы делали соединение нити. И ничего совершенно не заметно. Обязательно напишите в комментариях, было ли полезно для вас такое видео, стоит ли снимать такие видео дальше, или вы и так все это знаете и не стоит тратить на это время. Мне очень важно ваше мнение.